Какая у нас замечательная команда путешественников. А знаете самое главное правило, которое должны путешественники взять с собой в дорогу? Настроение хорошее. Отлично! Хорошее настроение и улыбку не забудьте! Коннектикут зовет нас вновь. Пора открывать новую страницу путешествий. Наш путь пролегает через живописный город Эссекс, где с 1790 года стоит епископальная церковь святого Иоанна. Вдоль дороги белые домики, хранящие дыхание ушедшего времени. Я хочу поделиться с вами историей о жизни и творчестве великого актера Уильяма Жилета. Совсем скоро мы окажемся в его замке, удивительном месте, где реальность переплетается с фантазией. На территории центра для посетителей стоит паровоз с деревянными вагончиками. Это его детская мечта, ставшая забавой для его гостей. Уильям Жилет построил в своей усадьбе узкоколейную дорогу длиной почти 4 километра. Маленький паровоз шел по склонам, пересекал мосты и даже нырял в туннель. Жилет любил кататься вместе с гостями и говорил: «Это не игрушка, это мое изобретение, и оно приносит радость каждому». Для него эта дорога была маленьким спектаклем на природе, еще одним доказательством его изобретательности и любви к игре. Перед нами паровоз из того самого поезда, на котором машинистом был Уильям Жилет. Экскурсия начинается с просмотра документального фильма о жизни актера. На экране оживают оригинальные кадры прошлого. Паровоз мчит гостей по рельсам, пар струится над вагонами, а пассажиры улыбаются, наслаждаясь этой неземной сказкой. В небольшом зале представлены портреты актера. Уильям Жилет был большим поклонником творчества Артура Конан Дойла. И именно это вдохновило его на создание сценического образа великого сыщика. Он привнес в него собственные детали: знаменитую кепку Деристокер, изогнутую трубку и плащ-накидку. Все это придумал сам Жилет. Этот образ прославил актера в Америке. Он сыграл Шерлока Холмса более 1300 раз. Рядом можно увидеть буклеты спектаклей, макет замка из камня и фотографии, хранящие мгновения его театральной жизни. В сувенирном магазине искала кепку сыщика, но не нашла, к сожалению. Дорога к замку ведет нас по живописному холму, одному из 7, и каждый наш шаг приближает нас к таинственному замку. Замок Уильяма Жилета выглядит как средневековая крепость. Фасад сразу обращает на себя внимание необычными деталями. Острые камни придают замку суровый и неприступный вид. За этими стенами скрыт целый мир загадок и неожиданных открытий. Здесь сияют светильники, переливаются окна, и каменные стены оживают красками. У входа в гостиную портрет хозяина. Уильям Жилет был человеком необыкновенно талантливым, не только актером, но и изобретателем, архитектором и мечтателем. Свой замок он спроектировал сам, вдохновляясь рассказами Артура Конан Дойла. Ему хотелось, чтобы этот дом стал живой иллюстрацией к историям о Шерлоке Холмсе, местом, где можно разыгрывать спектакли и снимать фильмы. Все здесь — отражение фантазии и творческой энергии его создателя. В зимнем саду маленький водопад с бассейном, но желание у всех одно большое — вернуться сюда еще раз.
Монетки со всего света, следы путешественников, заглянувших в этот замок. И глядя на них, невольно представляешь, как когда-то здесь звучали голоса гостей. Кажется, в зимние вечера в камине тихо потрескивали дрова. Из кухни струился аромат свежей еды. В мягком свете ламп сверкал утонченный итальянский сервиз, а звон серебряного колокольчика созывал всех к ужину. И дом словно оживал, наполняясь теплом и уютом. Уют часто сопровождался смехом, ведь Уильям Жилет обожал розыгрыши. Покажет гостям бар с бутылками и скажет: «Подождите минутку, я скоро вернусь, угощайтесь». И выходит, а бар хлоп и сам запирается на тайные защелки. Гости дергают ручки, толкают дверцы, но ничего не выходит. А хозяин тем временем через систему зеркал наблюдает сверху их тщетные попытки. Бар превратился в фокус, но не каждому гостю удавалось разгадать, как он открывается. После шуток и смеха в доме вновь наступала спокойная тишина. Можно было прилечь на лежанке, которая согревалась теплым воздухом, и просто отдохнуть в тепле. Дубовая дверь на роликах легко скользит по рельсам, а за ней кабинет Уильяма Жилета, отражающий его разносторонние интересы. Его библиотека включает книги по всем отраслям знания. Здесь все устроено удобно. Выдвижное кресло, телефон на поворотной консоли и даже вентилятор. Все продумано до мелочей. С юных лет он любил мастерить, делая все своими руками, от простых моделей до сложных механизмов. Эта страсть к созданию нового сопровождала его всю жизнь. Он был не только изобретателем, но и мечтателем, для которого река стала продолжением фантазии. У причала замка когда-то стоял пароход с ласковым названием «Тетя Полли», построенный в 1911 году и принадлежавший Уильяму Жилету. Он любил природу, реку Коннектикут и часто наблюдал, как вода отражает свет заката. Минимализм прошлого, зато работает до сих пор. В зеленой спальне останавливалась Маргарет, племянница Уильяма Жилета, его любимая и близкая душа. Рядом голубая спальня, где принимали гостей. Я заметила, у каждой двери свой оригинальный механизм. Все 47 дубовых дверей в замке созданы вручную. Каждая уникальна и хранит частицу души мастера. В спальне Жилета на комоде стоит портрет его жены Хелен. Она была актрисой, и они познакомились в театре. Между ними словно пробежала искра. В 1882 году они поженились, но прожили вместе всего 6 счастливых лет. Она заболела, и после ее смерти Жилет тяжело переживал утрату и больше никогда не женился, посвятив жизнь творчеству и своему замку мечты. Плафон украшен разноцветными стеклами. Уильям Жилет был разносторонне одаренным человеком, актером, драматургом и писателем. Он написал собственный детектив «Поразительное преступление на Торингтон-Роуд» и лично отправился в Англию, чтобы получить разрешение Артура Конан Дойла на постановку спектакля о Шерлоке Холмсе. Среди юных актеров, приглашенных на пробы, Жилет сразу заметил Чарли Чаплина, живого, пластичного мальчишку, в котором уже чувствовался будущий артист. Глядя на него, Жилет словно предсказал судьбу. Он сказал: «Этот мальчик однажды станет великим актером». Когда-то, переправляясь через реку Коннектикут,
Жилет увидел 7 лесных холмов и решил на самом высоком из них построить замок, чтобы с высоты любоваться красотой природы и простором родных мест. Дух загадки, он всегда волнует и притягивает, как и этот замок. Покидая замок Жилет, я ловлю себя на мысли, что Шерлок Холмс и доктор Ватсон где-то совсем рядом. И, может быть, тайна этого места еще не до конца раскрыта. Я прощаюсь с замком и ухожу по дорожке, увозя с собой его атмосферу, тишину, вдохновение и память о великом человеке. Впереди новые открытия. Мы едем в Ист-Хаддам, чтобы увидеть красивый водопад Чапман. Очень понравилась поездка. Природа шикарная, водопад. Чувствую себя вообще на высоте. Свежий воздух, листва вся окрашена в разный цвет. Прекрасная природа и очень хорошая погода, хорошая компания. Мне очень понравилось. А водопад меня вообще вдохновил на то, что я сходила к нему и помыла ручки в этой водичке. Спасибо всем за компанию. В городе Ист-Хаддам у театра Godspeed Opera House стоит памятник собаке Сэнди. Когда-то она вышла на сцену этого театра в мюзикле «Энни» и покорила зрителей. Спасенная из приюта и обученная дрессировщиком Биллом Берлони, Сэнди стала символом преданности и началом его большой театральной карьеры. Мы переносимся к причалу на реке Коннектикут. Здесь тихо и спокойно. Отдыхают люди, гуляют собаки, гудят пчелы над цветами. Атмосфера умиротворенная. Самое время немного насладиться и вдохнуть свежий речной аромат. У причала музея можно увидеть точную копию голландской яхты «Онруст». Оригинальный «Онруст» был построен еще в 1614 году. Но этот корабль как бы восстал из пепла. Он был пришвартован возле Манхэттена. И зимой на швартовке он сгорел дотла. И его восстановили по чистым голландским технологиям буквально за несколько месяцев. И это был первый корабль, который был построен в новом свете. Перед тем, как отправиться в путешествие по реке Коннектикут, заглянем в речной музей. Здесь, у самого причала, хранится история этой реки от древних времен до наших дней. Вот отпечаток динозавра Тракка. След далекой эпохи. Далее фотографии старых карьеров, где добывали песчаник, кварц. Именно эти породы использовали для первых построек вдоль реки. Здесь зарождались ремесла, кораблестроение и торговля. Рядом модели первых судов. Среди них знаменитый «Онруст» – корабль, на котором были исследованы берега реки Коннектикут. Он стал символом первых открытий и освоения этого края. А за окном в историю Water Marinas – напоминание о тех, кто осваивал водные пути Коннектикута. Парусная лодка в натуральную величину. На таких сегодня проходят зимние регаты Frostbite Racing. Они проводятся с ноября по конец марта, когда река дышит холодом, а ветер словно испытывает на прочность. Настоящие энтузиасты выходят на воду даже в мороз, чтобы завоевать кубки. Лево руля! Отправляемся в путешествие!
Орел – символ свободы и силы Америки. Под его крылом девиз «Живи и давай жить другим». На верхнем этаже фотографии, полные света и движения. В голубых полотнах дыхание воды, текущей сквозь время. В лодочном зале батискаф «Turtle». Это первая подводная лодка в Америке, построенная в 1776 году из дубовых досок и медных обручей. Ее создал изобретатель Дэвид Бушнелл. Маленький одноместный аппарат приводился в движение вручную и предназначался для тайных миссий во время войны за независимость. Именно с этой небольшой черепахи началась история подводного флота США. У входа уютный сувенирный магазин, где можно выбрать книгу или сувениры на память. Все вокруг дышит теплом, и музей продолжает свою историю уже через людей, которые сюда приходят. От причала музея мы отправляемся на катере River Quest в небольшой 2-часовой круиз по реке Коннектикут. Гид-натуралист рассказывает о богатой жизни этих мест, о том, что происходит и в воде, и на берегах, где природа живет по своим законам. Он делится историями о местных обитателях и об экологии реки, показывая, как все здесь взаимосвязано. Девчонки, обнимаемся и весело так. В небе парят белоголовые орланы, символ Америки. Когда-то их численность заметно сократилась из-за загрязнения рек, но сегодня они снова гнездятся вдоль берегов. Орланы из года в год возвращаются к своим гнездам, где вырастили не одно поколение птенцов. Этот край — настоящий рай для орнитологов. Десятки видов птиц находят приют на тихих отмелях и среди зеленых крон. Нереальная природа, как будто бы я оказалась в самой программе Animal Planet в реальности. А под нами, в глубине, другое царство. Весной из океана сюда поднимаются американский шет, олевса, синеспинка, так называемые анадромные рыбы, которые приходят из моря в реки на нерест. Они питают всю речную экосистему. В здешних водах живут щука и полосатый окунь, а порой встречается даже осетр, редкий гость, свидетель чистоты и древности этих вод. Мы выбрали вечернее время, чтобы увидеть закат и полюбоваться. И поверьте, это очень красиво и романтично, по-американски. Река течет спокойно, отражая облака и свет. На борту звучит песня о встрече, о чувствах, о любви. В шумном городе мы встретились весной. Сколько улиц мы прошли тогда с тобой. Сколько раз с тобой встречались и обратно возвращались, чтоб друг другу все сказать. В шумном городе мы встретились весной. До утра не уходили мы домой. Сколько раз с тобой встречались и обратно возвращались, чтоб друг другу все сказать. Мне б забыть, не вспоминать этот день, этот час. Мне бы больше никогда не видать милых глаз. Но опять весенний ветер в окна рвется и зовет. Он летит ко мне навстречу, песни нежности поет.
Река под закатом тихо сияет, в лучах отражается нежный покой. Вечер мелодии ветра играет, и время течет, унося за собой. Река пробуждала веками людей, что в путь уходили навстречу мечтам. Они открывали мир новых путей и нас вдохновляют к далеким мирам. Мне очень нравятся орлы, которых здесь можно увидеть, скопы и белые цапли, гнездящиеся на деревьях вдоль реки. И, конечно, история реки Коннектикут. Она по-настоящему вдохновляет. Здесь красивый закат, который мы скоро увидим. Меня зовут Петя, я из Львова. Имею экскурсию по очень красивой реке Connecticut River. Очень красивый день, солнце село, очень приятно здесь быть. Хочется пожелать вам: путешествуйте, друзья, встречайте рассветы и закаты в путешествиях. Пусть у вас будут мечты, мечты о путешествиях. There's no one else who needs to know. Tells us memories back when she was bold and strong, waiting for the world to come along. Just when she knew it, now just when she's gone. She lies, she says she's in love with him. Can't find a better man. She dreams, she colors, she dreams in red. Can't find a better man. She lies, she says she's in love with him. I can't find a better man. Старинный маяк у реки голубой, он светом ведет нас тропой неземной. Хранит он мечты и далекие годы, символ пути, надежды и свободы. До новых встреч, дорогие друзья, до новых путешествий. Жду вас на своем канале Svetlana.101. Я и Америка.